Провинциальный парк Ищигуаласта находится в северо-западной части Аргентины, в провинции Сан-Хуан, и является одним из немногочисленных мест в стране, отнесенных ко всемирному наследию ЮНЕСКО. Парк представляет собой огромный палеонтологический музей под открытым небом площадью более 600 квадратных километров. Ученые считают это место самым полным собранием ископаемых триасового периода развития планеты, а это более 200 миллионов лет назад. На территории Ищигуаласта были обнаружены скелеты динозавров, а также окаменелые свидетельства растительной жизни на Земле той далекой эры. Туристов в парк Ищигуаласта привлекают не только доисторические рептилии, но и сюрреалистичные пейзажи. Коренные жители окрестили регион Лунной долиной, что можно назвать правдой лишь отчасти, ведь основу ландшафта здесь формируют скалы фантастических форм и красноватого оттенка, которые на закате начинают пылать многочисленными оттенками алого, перенося посетителей в крайне реалистичное марсианское путешествие. Идеальным временем для посещения парка Ищигуаласта является межсезонье с сентября по декабрь и с марта по май. Летом, с конца декабря по февраль, здесь может быть испепеляюще жарко, температуры нередко превышают плюс 40 градусов. Зимой же, с июня по август, нередки большие перепады температур, ночью может доходить до минус 15. В августе дуют неприятные горячие северные ветры под названием санда. Местами, снискавшими особую популярность среди путешественников и фотографов со всего мира, являются каменные образования самых причудливых форм, большинство из которых со временем получили свои собственные имена. Например, тут можно найти червяка, подводную лодку, сфинкса, поднос и одну из визитных карточек парка, огромный каменный столб под названием гриб. Сейчас в это трудно поверить, но на протяжении миллионов лет в этой, практически мертвой пустыне, которую представляет собой территория Ищигуаласта сегодня, растительная и животная жизнь была в изобилии, а удивительные каменные фигуры были выточены рекой и доработаны впоследствии сильными ветрами региона. Алые утесы и разноцветная долина – две достопримечательности, будто перенесенные сюда с Марса. Столь необычный окрас – результат большого содержания в горной породе оксида железа и некоторых других разноцветных минералов. Особенно прекрасны и необычны эти места на закате, когда краски становятся еще более ярко выраженными. И еще один фантастический пейзаж предстает на поле шаров для боулинга небольшом пространстве, заполненном почти идеально круглыми каменными образованиями, очень напоминающими шары для боулинга или для игры в бильярд. Это также продукт эрозии почвы, довольно редкое явление, когда одно маленькое ядро со временем обрастает новыми твердыми слоями равномерно, образуя большой сферический объект. Отдельно стоит выделить пурпурный холм, который служит главной смотровой площадкой парка. Отсюда можно ощутить в полной мере огромные масштабы Ищигуаласта. При некотором везении тут можно встретить и животных. Здесь обитает небольшая пума, мара, патагонский заяц, серые лисы, броненосцы и вискачи. Перед центральным въездом расположен музей естествознания, который будет полезно посетить для того, чтобы визит в сам парк прошел более осмысленно, а также для знакомства с палеонтологией и научными исследованиями, проводимыми в Ищигуаласта. Тем, кому наука не сильно интересна, стоит сходить в музей хотя бы ради того, чтобы посмотреть на скелеты зубастых жителей, некогда населявших этот регион. Въезд в парк Ищигуаласта открыт с 1 октября по 31 марта с 8:00 до 17:00, с 1 апреля по 30 сентября с 9:00 до 16:00. Вход стоит приблизительно $13 США на человека, но передвигаться самостоятельно здесь запрещено, так что необходимо будет выбрать одну из экскурсий. Традиционная дневная экскурсия позволяет увидеть главные достопримечательности Ищигуаласта. Проходит в виде каравана из микроавтобусов и машин посетителей парка, которые возглавляют экскурсоводы. В самых популярных местах делаются остановки и устраиваются небольшие прогулки. Длится экскурсия 3-4 часа, за это время участники проезжают около 40 километров.
Лучше всего отправляться с последней группой, так как в этом случае будут хорошие шансы застать закат и насладиться всеми красками, в которые парк окрашивается при меняющемся освещении. Экскурсия на велосипедах проводится на горных велосипедах парка. Маршрут пролегает вокруг Пурпурного холма, путешествие длится приблизительно 2 часа. Этот вариант не даст увидеть основных достопримечательностей парка. Экскурсия в полнолуние проводится ночью всего несколько дней в году. Действо очень захватывающее, поскольку Ищигуаласта при лунном свете еще больше похож на другую планету. Ищигуаласта – один из самых удаленных национальных парков в Аргентине. Ближайший крупный город Сан-Хуан расположен в 273 километрах от парка, так что посетить его можно, взяв специализированный тур по северо-западу Аргентины. Также можно отправиться в организованную поездку из Сан-Хуана, обратившись в местные турагентства, или самостоятельно добраться на арендованном автомобиле. Из Сан-Хуана сюда ведет трасса номер 40, с которой нужно повернуть на восток на трассу номер 150. При въезде в парк есть кемпинг, здесь можно переночевать при наличии собственной палатки. В радиусе 40-50 километров также можно найти места для ночевки в небольших придорожных отелях.